Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кого же ведет к вам Вселенная? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Ух ты, у вас такой сейчас, знаете, судьбоносный период. У каждого это проиграется по-своему. Сейчас будем смотреть. Смотрите, у вас сейчас какой-то период, как будто вы второе дыхание у кого-то открывается. Это может быть состояние влюбленности. Это может быть состояние, когда кто-то влюбляется в свою женщину, которая рядом, да, ну как будто вот обнуление идет ваших отношений, то есть качественно новый уровень. Обычно такое происходит после кризиса, да. Кто-то из вас, который, ну, те, кто холостякует, да, у вас реально вот есть какая-то женщина, то ли на примете, то ли вы начали новые отношения, и вы находитесь, ну, в самом начале вашего такого пути, да, с этой женщиной. Поэтому есть у вас и планы. Вы очень рассчитываете на серьезные отношения дальнейшие с этой женщиной, да, ну, то есть у вас такие крутые повороты судьбы, причем они в позитиве. Кто-то из вас задумал, да, вот опять-таки стоит как будто на пороге новых таких карьерных каких-то перемен. Вы можете либо же переходить на новую работу, да, кто-то планирует, кто-то хочет свое дело открыть, кто-то, может быть, уехать, переехать, да, ну, то есть у вас очень такой начинается вот период, у кого-то уже начался, очень активный, страстный такой, да, те, кто в отношениях у вас, ну, знаете, как будто, ну, реально, вот как в молодости, открывается второе дыхание, ты летаешь, ты порхаешь, да, потому что состояние влюбленности, оно много дает энергии, да, вот именно стимул, мотивация, это то, что многим людям так необходимо. Вы человек, который уже сделал свой выбор. Опять-таки, это будет касаться у каждого своей ситуации, да? Допустим, смотрите, те из вас, кто находится в отношениях, даже если это токсичные отношения, вы это понимаете, да, вы для себя приняли уже определенное решение. Кто-то принял решение уйти, кто-то остаться, да, потому что однозначно те, кто из вас находится в токсичных отношениях, ну, вы сами это видите, да, кто-то решил прозябать и дальше по какой-то причине с этой женщиной в токсичных отношениях. Ну, как правило, остаются либо ради ребенка, либо какие-то финансовые моменты, чтобы не делить имущество. А кто-то из вас, те, кто вроде бы, да, в отношениях находится токсичных, вы просто влюбились, вот влюбились в новую женщину, и вы приняли решение уходить. Поэтому переворачивайте под себя, да. Да, здесь есть принятие решения, но опять-таки у каждого это свое. Кто-то будет... Вот посмотрите, знаете, ребят, вот кому-то, может быть, наглядно это поможет, кому сейчас плохо, я говорю, кто в токсичных отношениях пребывает. Вот выберите из вот этих двух карт. Вы хотите вот так вот прозябать дальше, либо вы хотите идти навстречу новым отношениям. Вот просто наглядно посмотрите. Порой нам нужно именно вот увидеть, да, вот именно визуализация очень нам помогает в разных моментах. Далее, вы настолько, знаете, вот человек умный, вы даже в чем-то, можно сказать, продуманный, вы всегда все просчитываете, вы не будете никогда совершать каких-то спонтанных действий, да, потому что вы думаете о последствиях. Вы вообще такой человек, вы всегда думаете... А что люди подумают, а что люди скажут. Но это еще может сказываться, вернее, старое воспитание, да, вот как мамы, бабушки раньше говорили, а что соседи подумают, да, а что люди скажут. Это, конечно, неправильно, но тем не менее, раньше так все жили, да, и вот эти вот отголоски вашего воспитания, они остались еще. Сказать, что вы человек, которого можно сломить, я бы сказала нет.
Хотя, знаете, в вашей жизни были ситуации, кто-то сейчас не может находиться, что вот пытались вас сломить и на работе, и женщина пыталась сломить, да? Но, тем не менее, надолго вот такого сломленного состояния не хватало. Вы очень сильный человек. Вот сильный во всех смыслах. Вот знаете, такое ощущение, что, ну, это в хорошем смысле слова, вы как будто вот как у кошки, да, 9 жизней, вы как будто в рубашке родились, да, вот, то есть вот эти вот все такие народные выражения, пословицы, вот к вам можно применить, потому что, опять же, вы выходите сухими из воды. В разных ситуациях у вас такое было в жизни. Кстати, ребят, напишите, вот у кого были такие кризисные моменты, но действительно вы выходили вот как будто сухими из воды. Вот, ну, везет, да, вот пруха такая вам по жизни. Вы вообще любите быть победителем. Вот вы должны быть всегда первым, вы будете упорствовать, вы будете добиваться, вы будете действовать, ну, до последнего, пока своего не добьетесь. Вы никогда не будете опускать руки, пока не достигли своей цели. Это касается абсолютно всего, и женщин в том числе. Вот вы относитесь к тем мужчинам, которые, вот если понравилась женщина, вот влюбился, все, я не успокоюсь, пока я ее не добьюсь. Напишите, кстати, ребят, давайте снова сделаем такой маленький наш опрос. Только все пишите, ребят, а то маловато что-то вас так пишут. Вот напишите, вы, когда влюбляетесь вообще по жизни, вы будете до последнего добиваться женщину или же, ну, не хочет, то не хочет, найдем другую, да? Есть и такие мужчины. Вот напишите, очень интересно почитать ваше мнение, вот узнавать вас побольше. Всегда очень это все интересно и забавно. Я вам скажу, что вот сейчас те из вас, кто находится без пары, да, потому что общий расклад, как всегда, мы не забываем. Те, кто находится без пары, я бы сказала, что вы какой-то период, может быть, даже кайфуете. Вот кайфуете. Вот когда вам было плохо, вы уже пережили, да? Но, естественно, те, кто недавно разошелся, то сейчас переживают, да, этот момент, когда тяжело, но долго вы не будете страдать, ребят. Ну, не будете вы долго страдать, потому что вы сильный априори. А сильный человек, ну, не может долго в этом болоте быть, да, в болоте горя, несчастья, да. Вы погрустили, потасковали там какой-то период, потом встали, встрепенулись и решили жить дальше, потому что вы сильный, император не может долго грустить, понимаете? Поэтому я и говорю, вы, знаете, вот те, кто не в паре, вы как будто кайфуете, кайфуете от свободы. Вы только сейчас начинаете понимать, что такое жить для себя, что такое делать то, что я хочу, куда хочу, туда лечу, да. Те из вас, кто, допустим, в отношениях, ну, вы пытаетесь как-то, знаете, вот склеить что-то, пытаетесь вроде бы немножко еще и вкладываться в эти отношения, но вы понимаете, что они уже себя изжили. Те, кто в токсичных отношениях. Вы понимаете, что толку не будет, поэтому вы тоже начинаете отдаляться от своей партнерши и начинаете немножко кайфовать от свободы. Потому что если вы живете как соседи, допустим, у каждого своя жизнь, вы понимаете, что ну, толку не будет и по-другому, ну никак. Естественно, вам хоть и на стороне, но придется устраивать свою хотя бы личную жизнь, да? Ну, то есть иллюзия семьи, иллюзия отношений. С одной стороны печалька, а с другой стороны, ну это ваш выбор, ребят. Я всегда говорю, если человека что-то не устраивает, значит вы меняете ситуацию, вы что-то делаете. Если вы живете, ну кто-то выбирает жить в болоте, но это сугубо личное дело каждого, да. Я еще бы хотела, знаете, что сказать вам? Вот несмотря на то, что вот как бы вы там не кайфовали от свободы, и неважно, в отношениях вы, не в отношениях, вам бы все равно хотелось вот в душе глубоко влюбиться. Вот вам бы так хотелось влюбиться, как когда-то это было, ну, я думаю, это давненько было. Вам бы даже хотелось испытать те ощущения, да, вот то состояние, которое у вас было. У кого-то, может быть, в молодости было, у кого-то много лет назад было, когда вот те самые бабочки в животе порхают, те самые страстные дни и ночи. Вот то ощущение, но оно просто незабываемо ни для кого.
И все-таки, вот я вам скажу, как бы вы ни кайфовали от свободы, да, ну, где-то там глубоко-глубоко в душе вы ждете, верите и надеетесь, что в вашей жизни появится настоящая любовь. Причем даже те, кто живут в токсичных отношениях, вы точно так. Вы надеетесь, что все-таки, а вдруг, да, вот где-то там свыше пошлют вам новую женщину, и вы рискнете все порвать. Причем я вам скажу, ребят, даже те из вас, кто сейчас находится вот в таких вот, да, в токсичных отношениях, вроде бы вы не готовы уходить, там машины, квартиры и так далее, но я вам скажу, что опять-таки в глубине души вы понимаете, что если вы, ну так, по-настоящему влюбитесь, вы порвете все. Вы порвете все связи, вы поделите квартиру, может быть, даже вы оставите квартиру, и вы пойдете навстречу к своей новой женщине, к новой любви. И тогда вас уже ничего не остановит. Напишите, ребят, кстати, вот готовы вы, ну просто бросить все и помчаться к новой женщине. Ну, если она у вас появится, конечно, да? Вот готовы или нет? Я сейчас обращаюсь к тем, кто в токсичных отношениях живут. Итак, давайте будем смотреть все-таки, кого же к вам ведет Вселенная. Ух ты! Но здесь даже можно не смотреть. Смотрите, ребят. В вашу жизнь придет новая женщина. Придет она как раз такой момент, вот будет какой-то интересный такой момент, да, что то ли вы в тот период будете или болеть, или же настроение, ну, такое будет какое-то депрессивное, да, апатия какая-то. Это будет неожиданное знакомство, причем, ну, здесь реально вы не будете в той ситуации думать ни про какую женщину, ни про отношения, потому что вам, ну, просто будет опять-таки, либо вы болеете. У кого-то, кстати, может быть, даже проиграется, может быть, вы с врачом там где-то, либо же просто в больнице можете познакомиться, да, вот в какой-то такой форс-мажорной ситуации, да, когда, казалось бы, ну какая любовь, когда плохо, да, человеку, никто не думает, хочется поскорее там выздороветь, да, хочется, чтобы все как-то наладилось. То есть в вашей жизни появится женщина, но я бы сказала, что это будет красотка. Вот красотка просто. Вы поначалу даже вот как-то испугаетесь. Вы пообщаетесь, потом отдалитесь. Вы подумаете, что она очень жадная к деньгам, что ей будут необходимы деньги. Да, вот она такая красотка, а красотку содержать очень дорого, в нее нужно вкладываться. А вдруг у меня денег не хватит? Вот, ну вот в таком плане, да, то, чего боятся многие мужчины, у которых, ну, не очень хорошо там с финансами. Ну, либо же, может быть, у вас и, в общем-то, нормально с финансами, да? Но вы все равно вот начинаете комплексовать рядом с красивой женщиной, потому что кажется, ой, у нее там такие запросы. Нет, ребят, она, в общем-то, сама довольно неплохо зарабатывает, она самодостаточная женщина, она приблизительно вашего возраста, очень такая ухоженная, она, ну, она нереально так следит за собой, она стройняшка, она может даже не выглядеть на свой возраст. Эта женщина, еще раз говорю, вы поначалу отстранитесь, немножко так испугаетесь. Вы-то будете общаться, мы не будем углубляться, да, что, как будет. Я просто вам саму ситуацию говорю, чтобы вы не привязывались, да, не программировать никого. Поначалу испугаетесь, но уж слишком сильно она вам понравится. Вот она понравится до такой степени, что вы даже вот спустя какое-то время вы переборете все свои страхи, какие-то сомнения, опасения. Вы решите, знаете, вот, ну, как сильный мужчина, будь что будет, а я буду ее добиваться, я буду с ней, я сделаю все, чтобы она была моей. Вот в таком плане, да. Потому что у вас туз кубков выпал, мои дорогие. Это говорит о том, что это начало большой взаимной любви. Это не просто романчик. Это женщина, которая сделает вас счастливой. Это женщина, которая излечит вас от всех ваших страхов, от всех ваших душевных ран, да, потому что многие из вас пребывают. Период сомнения пройдет, это будет
какой-то период, и вы вот, ну реально, она как будто, знаете, ваша таблетка от одиночества станет, вот излечит просто вас. Вот вы воспрянете до такой степени с этой женщиной, даже внешне, вот я вам скажу, что внешне, даже те, кто из вас, может быть, ну так, знаете, забили в каком-то смысле на свою внешность, вот как это обычно бывает. Ходят там, допустим, в одних брюках, ну, либо же двое, да, там одна рубашечка, одни брючки, особо не хочется ничего носить, одевать, да. Кто-то, может быть, и бреется не каждый день. Ну, то есть вот такие моменты, когда можно себя немножко запустить, да. С этой женщиной вы воспрянете во всех отношениях. И морально, и душевно. Вы начнете за собой очень сильно ухаживать. Даже те, кто ухаживал и раньше за собой, да, вот вы с иголочки, может быть, ходили, я вам скажу, что вы начнете еще больше следить за собой, просто чтобы и соответствовать этой женщине. Ну и, конечно же, не ударить в грязь лицом, да, потому что мало ли еще подумает, что какой-нибудь там неряшливый замухрышка, да. Поэтому, ребят, в вашу жизнь ворвется такая женщина, о которой, наверное, сейчас вы не можете мечтать, потому что, ну реально, от одной мысли о такой женщине вы многие начнете комплексовать. Ну, почему-то так повелось у нас в обществе, что если женщина красивая, ухоженная, самодостаточная, то ее почему-то побаиваются, да? Но вы же сильные у меня, правда ведь? Вы будете и дерзать, и вы ее добьетесь, но не добьете, прошу не путать. И все у вас будет замечательно, чего я вам всем и желаю. Вот такой сегодня был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!